Всем привет, с вами Legendas и Mortal Kombat Mobile. И сегодня у нас следующая серия Разрушителей мифов, где мы проверяем слухи и стереотипы, о которых говорят игроки в Mortal Kombat Mobile. А также мы делимся своим мнением, которое у нас есть. Данное видео не является оценкой знаний или умений того или иного участника. Мы лишь на фактах проверяем ту или иную точку зрения, и в конце видео вы сами сделаете выводы, разрушен миф или нет. Мои постоянные гости и участники этого шоу — англоязычный ютубер Mend и англоязычный ютубер Star and Sky. А с третьим секретным гостем я познакомлю вас чуть позже. Все три гостя являются игроками старой школы, которые стояли у истоков игры Mortal Kombat Mobile и многое могут рассказать нам об игре. Сегодняшняя тема для обсуждения: являются ли бронзовые карты бесполезными, насколько они ценные и нужны ли они вообще. Первое слово я бы хотел передать ютуберу Star and Sky, чтобы он поделился своим мнением на этот счет. Поэтому, отвечая на твой вопрос, который никто не задавал, а я задал себе сам, а затем ответил в конце этого видео. Да, серебряным картам абсолютно точно есть место в финальной игре. А как насчет бронзовых карточек? Там только одна карточка. Я видел, как люди пользовались манком. Так что позволь мне внести ясность. Я знаю, что люди будут спорить. Я видел, как легенда действительно использует монаха, чтобы умереть и дать ему силу. Давай будем честны, в мире нет ни одной стратегии, которая требовала бы использования монаха. Есть определенные стратегии, для выполнения которых вам нужно всего два персонажа. Значит, третий символ не имеет значения. И именно поэтому легенда в некоторых видеороликах использует бронзовую карту в качестве третьего персонажа не как часть стратегии, а просто для того, чтобы показать, насколько мощна эта стратегия, что даже если у вас есть бронзовая карта в вашей команде, вы все равно можете выиграть мощную битву. Но бронзовая карточка никогда не бывает лишней. Я не видел ни одной ситуации, когда бронзовая карточка сыграла бы важную роль в какой-либо стратегии высокого уровня. Бронзовой карте, на мой взгляд, просто не место в эндшпиле. Нет никаких причин использовать ее. Всегда найдется что-то лучшее, что можно использовать. Всегда. Так что, на мой взгляд, бронзовые карты просто делают их настолько сильными, насколько это необходимо для того, чтобы вы могли справиться с трудным испытанием на башню. А этого, я думаю, вполне достаточно для Fusion 4.5. Никогда не плати за них монетами, даже если монеты — это мусор и мусор. Хорошо, плати за них монетами до тех пор, пока они не дойдут до этого момента, чтобы ты мог быстрее преодолевать трудности. Но, например, смешивать бронзовые карты, особенно вкладывать в них ресурсы, даже если это всего лишь монеты, все равно того не стоит. Ты получишь максимум всех своих бронзовых карт, если будешь участвовать в открытом соревновании. Я имею в виду, что если ты все равно откроешь бесплатный набор, то получишь так много бронзовых наград, что это будет просто смешно. Бронзовые карточки. Даже такой Джонни, как ты, может с тобой поспорить. Джонни хороший персонаж, но я никогда не видел, чтобы его использовали не для того, чтобы просто показать, что эта стратегия работает с кем бы то ни было. Единственное, что в нем хорошего, это мощный луч и особенный, который хорош для бронзовой карточки. Но есть так много других карт, в которых нет такой ситуации, когда бронзовый Джонни Кейдж будет лучше, чем даже боевой полицейский Fusion Zero Джонни. Например, боевой полицейский Fusion Zero 50 уровня Джонни будет лучше, чем полностью прокачанный ниндзянин Джонни. С точки зрения статистики, пассивности и всего остального. Мне так нравится. Бронзовые карты — это мусор. Мне очень жаль. И еще один аргумент, который ты, вероятно, мог бы привести, это шаолиньский мастер Кун Лао. Но, по моему мнению, по моему честному мнению, шаолиньский мастер Кун Лао ужасен. Я не думаю, что тебе когда-либо следует выступать за бронзовую сборную. Например, если ты собираешься сражаться за бронзовую команду с мастером Шаолинь Кун Лао, то всегда найдется что-нибудь получше. Делай это только в том случае, если хочешь получить удовольствие. Но это никогда не значит, что ты им не являешься. Ты не подтасовываешь систему. Ты буквально
буквально можешь найти серебряную или золотую карту, у которой будут еще лучшие характеристики и гораздо лучшая пассивность, чем у тех бронзовых карт, которые даже увеличились на 300%. Так что нет никаких причин использовать его, если только ты не хочешь доказать свою точку зрения или сделать что-то другое. Но как бы то ни было, это никогда не бывает эффективно. Это никогда не требуется. Вот мое мнение о бронзовых и серебряных карточках. А каково ваше мнение? Как вы думаете, есть ли они вообще? Вы когда-нибудь слышали о стратегии для работы, которой требуется бронзовая карта? После того, как мы выслушали Star and Sky, я хочу передать слово второму нашему гостю, Мэнду. Привет, ребята, и добро пожаловать в другое видео, ребята. Сегодня мы говорим о королеве Роя де Воре. Ты знаешь легенды. Если ты его не знаешь, нанеси ему визит. Я собираюсь дать ссылку на его канал ниже в разделе комментариев. По сути, на мой взгляд, он лучший игрок в игру, когда-либо существовавший. Он просто невероятный, и в своем канале он просто использует алмазы с низким уровнем слияния, Fusion Zero 20 уровня, чтобы победить, например, действительно очень сложные этапы в башнях и все такое. Так что он сделал эту штуку с мидбастерами, потому что у меня была дискуссия с ним пару дней назад, потому что он провел еще одну замечательную битву в башне с персонажами Fusion Zero. И ты знаешь, он заканчивает практически каждое свое видео заявлением о том, что нет бесполезных персонажей. Есть только игроки, которые не знают, как их использовать. И я все еще в определенной степени не согласен с этим утверждением. Я все еще верю, что они бесполезные персонажи. Один из персонажей, которых я считаю бесполезными, и теперь я вроде как передумал, это смуглая королева де Вора. Однако, да, я не думаю, что она отличный персонаж. Я все еще считаю ее мусором, но определенно я бы не сказал, что она совершенно бесполезна. В определенных ситуациях она может спасти тебя. И мы сейчас посмотрим, как именно это произойдет. По сути, я сказал Legends 2 дня назад. Ты потрясающий. Ты снимаешь эти видео, разрушающие битвы в башнях, но ты используешь лучших персонажей в игре. А потом ты говоришь, что в игре нет бесполезных персонажей, пока ты используешь классический кокаин Game of Scorpion, несправедливость Крейду и тому подобное. Если ты хочешь доказать свое утверждение, ты должен использовать мусорных персонажей, которых сообщество считает плохими. И я верю, что это то, что он сделал. Он снял это видео с So with the Wora. Я такой: хорошо, о да, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, что ты собираешься с этим делать. Это палка мидбастера. Довольно круто. Я думаю, это выглядит потрясающе. Потому что роевой крем Дора? Зачем тебе вообще использовать роевой крем Дора? Это мой в основном главный аргумент, когда я говорю, что персонаж бесполезен. Ты никогда не воспользуешься им. Ты никогда не рассматривай возможность использования этого персонажа, потому что он нигде не преуспеет. Да, если у тебя есть персонаж X, который может сделать, скажем, яд, например, и есть сотни других персонажей, которые могут сделать яд лучше, чем он. Ты никогда не используешь этого персонажа, верно? Зачем тебе это понадобилось? Единственное место, где ты можешь использовать этого персонажа, это если он у тебя только для яда. Но каков процент того, что у тебя есть только этот персонаж для яда? Он очень-очень мал. Так что, вероятно, в 0,005% случаев он будет полезен, но в 99,9% случаев дело пойдет прахом. Так что это то, что я считаю плохим характером. И многие люди говорят: о, что произойдет, если, скажем, через 5 лет появится 500 персонажей, подобных классическому рейтингу, которые могут делать лучше или все, что он делает. Да, я должен купить пулю. Я скажу, что тогда классика, оцененная по моим меркам, будет хламом, потому что 500 каратов, которые могут делать все, что он делает лучше. Нет смысла использовать его. К сожалению, на самом деле, к счастью, на данный момент этого больше нет. Это не тот случай. Давайте подчеркнем главные тезисы о бронзовых картах. Вот что сказал Star and Sky. Нет никаких причин использовать бронзовые карты. Нет ни одной стратегии, которая требует использовать персонажа-монах или другие бронзовые карты. Нет ни одной ситуации, когда бронзовая карточка сыграла бы важную роль в какой-либо сложной битве. Бронзовым картам нет места в игре, и всегда найдется другая карта, которая будет лучше. И тезисы, которые подчеркнул Мэнд. Чтобы показать эффективность персонажа, нужно использовать его в сложной битве и победить. Победив в сложной битве, персонажем, которое большинство игроков считают мусором, доказывает, что он не бесполезен. Со временем персонаж может быть менее эффективным из-за появления новых, более сильных карт. Это были основные важные моменты, которые мы затронули, и они играют очень важную роль в критерии эффективности персонажа. А теперь пришло время для нашего секретного гостя.
Это человек без игры 45. По-видимому, уже какое-то время является частью сообщества. Я никогда не видел их контента, но их зовут Человек без игры. Если вы не знаете человека без игры 45 лет, то вполне возможен человек без игры 45 лет. То, что он сделал, просто невероятно. Человек, у которого нет опыта игры в 45 лет. Никто иной, как человек, у которого нет опыта игры в 45 лет. Да, это человек без игры 45. Это тот самый игрок, который 3 года назад победил 194-ю битву в башне Линквей с помощью серебряной команды, показав многим, что невозможное возможно, и вдохновил меня попробовать сделать что-то подобное. В этот раз человек без игры 45, вдохновившись моим прохождением серебряной командой, написал мне: «Как ты думаешь, мог бы я победить битву 194 бронзовой командой?» Я ответил ему, что не уверен на 100%. Но это однозначно стоит попробовать, и это отличный повод проверить эффективность бронзовых персонажей, на что они способны. И сейчас человек без игры 45 несет большой груз ответственности, который докажет или опровергнет миф о бронзовых картах. Я покажу вам маленький фрагмент видео его битвы. На тот момент, когда я монтирую это видео, его видео еще не вышло на YouTube канале, и поэтому я не могу показать его полностью. Для того, чтобы полностью посмотреть видео, вам необходимо перейти по ссылке в описании, чтобы насладиться этой битвой. Друзья, вы только что были свидетелями победы бронзовой командой в самой сложной битве 194 башни Линквей. И это невероятное достижение, в котором человек без игры 45 бросил вызов самому себе. И у него хватило силы воли и упорства сделать невозможное. И это вызывает у меня настоящее восхищение и уважение к этому игроку. Он первый и единственный ютубер, которому это удалось. И в очередной раз он вписал свое имя в историю игры. А теперь пришло время вынести вердикт. И являются ли бронзовые карты бесполезными? Для этого необходимо написать в комментарии под видео ваше мнение. И позже мы подведем итоги ваших голосов. А в следующей серии мы проверим золотого персонажа мастера Шаолиня Кунлао и проверим, разрушит ли он миф или нет. А в завершении я хочу поблагодарить всех гостей, которые приняли участие, и попросить вас подписаться на их YouTube каналы, если вы еще этого не сделали. И мое огромное уважение всем игрокам старой школы, которые приняли участие и так много сделали для Mortal Kombat Mobile. Ну а вы не забудьте заглянуть к человеку без игры 45 и отреагировать своим комментарием на его видео. И подарить ему немного вашего внимания, которое будет греть его сердце и поддерживать его пламя внутри. Ну а мы увидимся с вами в следующем выпуске Разрушителей мифов. Не забывайте, неважно как быстро вы двигаетесь, главное, что вы не стоите на месте. Ведь каждое поражение – это шаг к победе. Вау, просто вау. Это... Я не знаю, что сказать. Действительно здорово. Да, он доказал свою правоту.
Да, в принципе, что вы можете сказать? Я все же хочу посмотреть, насколько это спектр Эрмак полезно. А что если? Просто вопрос к легендам. Есть разница между неэффективными персонажами и бесполезными персонажами, но что если персонаж настолько неэффективен, что по сути он низведен до бесполезности? Например, призрак Ермак. Что если? Потому что для меня бесполезный путеводитель карта, которую я никогда бы не использовал. Потому что у меня есть лучшие альтернативы с первого дня и до того дня, когда я перестану играть в эту игру. И Спектр Ермак — одна из таких карт, потому что его пассивность очень плоха, особенно для такого персонажа, как он. Если бы он был танкистом Даймондом, я бы сказал, что это вроде как нормально, потому что в какой-то момент он будет очень жестким и все такое. Если бы это был даже бег Китаны, часть его возможностей была отдана бегу Китаны, потому что у нее высокая выносливость, но получить выносливость и здоровье на базовой золотой карте. Это, извините, не так уж здорово. Чего вы можете этим добиться? Вы собираетесь что-то заправлять танком? Нет, это действительно так. В любом случае, это был всего лишь пример. Так что да, невероятный геймплей, подпишитесь на Legends. Если вы еще этого не сделали, я верю, что это то, что вы должны сделать. Увидимся в следующий раз, ребята. А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео.